Япония в фактах. Оборотная сторона красивой медали. Мы как-то привыкли, что Япония глазами русских – это высокий уровень жизни и долгожители, качественные машины и электроника. Но если познакомиться со страной и бытом ее жителей поближе, обнаружится масса интересных фактов. Некоторые из них весьма неприглядные. Завидуете качеству их образования? Сомневаемся, что вы бы захотели отдать своего ребенка в японскую школу. Хотите много зарабатывать? Готовьтесь к сверхурочной работе. Узнать все о Японии можно, только прожив не 1 год в этой стране. Япония сегодня – это симбиоз инноваций и традиций, который может показаться абсурдным неискушенному европейцу. Предлагаем интересные факты о Японии, которые заставят задуматься, а все ли так прекрасно в стране восходящего солнца. Первый. Смертная казнь. В Японии, высокоразвитой, современной и цивилизованной стране, сохранилась смертная казнь. Ее поддерживает более 80% местного населения. Надо сказать, что смертная казнь существует и в США, но там при исполнении приговора могут присутствовать родственники осужденного и пострадавшего, а также иногда СМИ. В Японии процесс казни – дело закрытое, куда не разрешен доступ ни одному человеку. К слову, казнь в японских тюрьмах проводится через повешение. Это традиция, не менявшаяся с конца XIX века. Второй. Большое количество пожилых преступников. Всегда считалось, что преступление – прерогатива молодого поколения. Действительно, лет 30 назад среди осужденных было всего 2,5% пожилых людей. Сегодня эта цифра возросла в разы, достигнув 18% от общего числа преступников, заключенных в тюрьму. По мнению аналитиков, на совершение преступления старшее поколение толкает нужда и жизненные тяготы. В качестве подтверждения выступает статистика. Большинство преступлений среди стариков – это кражи в магазинах. Попав в тюрьму, они обеспечиваются приличными условиями с трехразовым питанием и местом для отдыха. Третий. Унизительные правила в школах. Многие японцы рассказывают о жестоких правилах, царящих в их школах. Не во всех. Особенно часто такие жалобы можно услышать от людей старшего возраста. Они говорят об унизительных порядках в учебных заведениях, как, например, требования к длине юбок и даже к цвету нижнего белья, порицание за использование средствами по уходу за телом, выщипывание бровей и использование гигиенической помады. Широко известен случай, произошедший в 2010 году. Тогда одна из школьниц вынуждена была обратиться в суд с жалобой, что ее принуждают сменить цвет волос. От природы у девочки были светло-каштановые волосы, о чем даже было оговорено при ее поступлении в школу. Там же у всех учащихся волосы были черными. В этот цвет и заставляли перекраситься белую ворону. Четвертый. Жесткие брачные законы. Традиционность брачных отношений в Японии строго соблюдается. Не стоит говорить, что у представителей ЛГБТ-сообщества отсутствуют варианты для создания семьи. Обычные браки подчиняются строгой регламентации. Например, дети, рожденные вне закона, имеют право претендовать только на половину наследства, в отличие от детей, рожденных в браке. Многие молодые люди не спешат вступать в отношения, предпочитая дольше оставаться в одиночестве. Хотя есть и польза от закона, если можно назвать это пользой. Количество внебрачных детей в Японии составляет 2%, тогда как в США, например, это число превышает 40%. Пятый. Переутомление на работе. Японцы – признанные трудоголики. Порой они доводят себя до короси, смерти от переутомления на работе. Она может наступить вследствие нарушения здоровья или же самоубийства. Несколько лет назад проблему стали решать законодательным путем, добавив статьи по предотвращению смерти от сверхурочных работ и переутомления. Установлена даже белая линия смерти. Сверхплановая занятость не должна превышать 80 часов в месяц. Шестой. Запрет на азартные игры.
Конечно, поклонников азартных игр подобные запреты не останавливают. В японских городах часто встречаются залы с игровыми автоматами. Однако система выигрышей завуалирована. Например, выигрывая у однорукого бандита, игрок получает не деньги, а тикеты. При выходе за них он получает невинную игрушку, к примеру, карандаш. Однако сразу напротив игрового заведения имеются конторы, обменивающие выигрыши на деньги. Вот такая система. 7. Усыновление взрослых мужчин. Как бы странно это ни звучало, в японских семьях, где не появилось на свет мальчика и некому передать бизнес, принято усыновлять взрослого мужчину, давать ему свою фамилию и оформлять преемником семейного дела. А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Всем пока!